Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Максимальный позитив вам в хату, потому как у нас сейчас на данный момент лето, и это самый позитивный, можно сказать, самое позитивное время года. И нужно, конечно же, не отчаиваться и ловить эти моменты. Моменты нужно брать. У нас вчера было заседание ФРС, ставку оставили невменяемую. Можно так сказать, я на нее говорю, невменяемая ставочка у нас, ее не изменили. Как было 4-5 базисных пункта, так и есть. Это нам говорит о том, что у нас все равно дорогие кредиты. И в принципе что? Кредиты дорогие, люди не будут брать, допустим, кредитные средства и заносить в крипту, потому как это очень высокорисково. Но, в принципе, что, рынок особо отреагировал, я думаю, что в положительную сторону. У нас уже неоднократно ставку не меняли, мы видим здесь движение такое боковое, рынок все равно растет потихоньку, фонда пошла на перехай, золото поставило свои новые хаи, что только у нас не произошло, а ставка просто не менялась. Я считаю, что особо там не влияет эта ставка, да, конечно же. Может, конечно, если была бы очень низкая ставка, тогда бы у нас кредиты были бы дешевые, например, и люди бы снимали бы кредиты в банках, несли бы в крипту, и манипулятор бы таким бы макаром бы всех бы засаживал бы. Итак, биточек нас сходил на 115 тысяч долларов. Вчера я в телеге писал, что если у нас будут хорошие откупы, то в принципе будет разворот и возвращение цены обратно. Что, конечно же, у нас и произошло. Сделали небольшой сквиз, буквально вечером. Вот сквиз, сквирт. Короче говоря, золотой дождь мы с вами увидели. И мы не обновили вот эти вот лои, которые были буквально у нас 25 июля. И это очень хорошо. Биток показал силу. Силу он показал. Хэшрибанс у нас отработал. Вот он есть. И в принципе ждем полную отработку хэшрибанса. Это у нас пробитие вот этого вот диапазона цен. Вот этих вот небольших хаев. Потом поджатие битка. И конечно же полет намного выше. Нам нужно сюда подойти в диапазон 121 тысяча. Здесь закрепиться и уйти в новый блок. Ну, посмотрим, будет ли такое или нет. Что у нас на часе? Хэшрибанс есть у нас на дневке. Есть сигнал, но он уже конкретно закрепился, потому как прошла уже неделька. И на недельке тоже мы видим то, что есть сигнал, уже конкретно закрепленный. Сегодня у нас уже четверг. Хэшрибанс у нас закрепился на неделе. И нам еще нужен хэшрибанс на месяце. Вот на месяце он есть, но пропадает. Вот он раз и пропал. Значит, мы будем ожидать следующий месяц, а это август, для того, чтобы здесь мы увидели хэшрибанса сигнал на месяце. Потому как на месячном графике у нас нету сигнала ни в марте, ни в мае. По всей видимости, эти два сигнала у нас слаживаются. И с этим третьим сигналом и появится вот у нас буквально месячный сигнал. У нас был последний раз сигнал на месяце, это июль 24 год, вот, а это у нас уже июль 25 год. Спустя год мы видим то, что после того, когда у нас на месяце был сигнал, мы видим рост биткоина на 139%. И вы себе прикиньте, если у нас на месяце будет опять сигнал, то примерно еще рост биткоина будет диапазон 130%. Но 130 я, конечно же, не ожидаю, но хотя бы так процентов 50-60 мы с вами могли бы увидеть бы движение битка. Ну, диапазон там 180 тысяч, да. Это было просто шикарно. Все блогеры бы орали, что 200 тысяч долларов по биткоину. Это было бы замануха, как это было в 2021 году. Я тогда уже был на рынке.
И в 2021 году все орали про 100к за биток. После вот этих, после роста биткоина 60 тысяч долларов, после того, когда у нас произошел альт-сезон весной, все просто орали тогда. Я не знаю, вы были тогда на рынке или нет, но они просто орали: 100 тысяч долларов, биток скоро будет расти. То, что биток показал колоссальнейший рост, как интересно вот сейчас смотреть на это все и вспоминать, как все было, и анализировать данную психологию рынка. Вот здесь вот при цене битка 24, а это декабрь, слезы Сатоши снимает видео и говорит типа: все, биток на пике. Альткоины тогда показали тоже рост, но там показали 5 иксов, некоторые 10 иксов показали альткоины, некоторые 2-3 икса, но ситуация похожая, как и сейчас. Вот некоторые альткоины показали рост, там ОМ монетка показала, ПП показала, Суи показала рост, но не все. И вот здесь вот они орали: все, пик по рынку, пик, нужно выходить, нужно выходить. Люди здесь распродаются, а потом видят вот этот вот колоссальнейший рост. Вот. Вот это вот движение по битка еще на 233%. Здесь хоть и проценты были небольшие, но если ты зашел по идеальной точке входа, допустим, примерно по 4000 долларов, то тут у тебя 400% роста на битке, а здесь у тебя, смотри, уже 1000% роста на битке. 10 иксов. И потом, конечно же, они начали опять орать, заходить уже в рынок. Это был где-то февраль-март 21 год. Вот здесь вот уже на палках, на хаях залетать, что-то там покупать, перепродавать. Но в итоге, после того, когда у нас рынок конкретно скорректировался летом, вот здесь вот произошла сильнейшая коррекция, они здесь орали то, что биток будет 100 тысяч долларов, что альт-сезон будет бесконечный. Многие блогеры, и Кирилл Эванс там, и, ну, если даже сейчас открыть YouTube 21 года, посмотреть, все орали: бычка будет. Это еще не бычка. Бычка будет весной 22 года. Вот там будет бычка. Они здесь все орали то, что у нас просто 100 тысяч долларов по битку в этом цикле мы увидим. Аналогичную ситуацию могут здесь тоже сделать. Будут орать, что 200 тысяч долларов за биток, 300 тысяч долларов, а это будет замануха. И может быть такое, что биток дотянут, ну, в диапазон 150-180 тысяч долларов, и на этом всем у нас закончится движение. Но мы посмотрим, понаблюдаем. Если посмотреть на дневке, что нам показывает P-Cycle Top? Что нам показывает P-Cycle Top? А нам нужно посмотреть P-Cycle Top на Битстампе. Там у нас наши чертежи есть. Сейчас мы загрузим Битстамп. Посмотрим здесь. Ой. Итак, на Битстампе мы видим то, что оранжевая линия потихоньку начинает поджиматься вверх. Все у нас хорошо. С каждым днем у нас оранжевая линия поджимается. И P-Cycle Top здесь видно, что работает данный индикатор. Это у нас быстрая скользяшка, и есть еще медленная скользяшка. Медленная скользяшка у нас наоборот прижимается вниз. Смотрите, вот даже на дневке медленная скользяшка. Мы видим то, что она чуть-чуть так уже вниз подошла. Давайте мы вот так вот сделаем. Вот, вот так вот мы сделаем. Даже мы можем сделать вот такую вот линию начертить, потому как она ровная, она у нас может как раз совпасть с этой зеленой скользяшкой. Вот так вот. В принципе, будет у нас здесь все так вот. Посмотрим, будет идти ли скользяшка по линии или нет, будем наблюдать. Но я, в принципе, думаю, что где-то осенью, там ближе к ноябрю месяцу, у нас будет соединение этих скользяшек, и здесь у нас будет пик бычьего рынка по биткоину. Может быть такое, что они растянут, ну, даже вплоть там до января 26 года, но никак там не на середину 26 года. Посмотрим, понаблюдаем.
Времени, в принципе, осталось уже маловато у манипулятора, потому как есть цикличность 520 дней после халвинга битка. У нас как раз будет это в сентябре месяце. Вот у нас 20 числа сентября. И здесь уже осталось, ну, буквально чуть-чуть по времени. 2 месяца, можно так сказать. И если цикл немножко растянулся, то мы можем, ну, до января 26 года здесь где-то ходить. Дальше, конечно же, медвежка. В принципе, вот так вот. Биток выглядит неплохо. Рынок у нас полностью откупили. И это очень хорошо. Эфириум, смотрите, 3860. Опять же эфириум. Лонги у меня остались открыты вчера. Не снесло лонги. В принципе, я вчера ступил. Нужно было немножко добавить лонга. Почему я так ступил, я не знаю. На эфириуме 100% роста, на битке 200% роста. С максимальным плечом 125 я просто зашел вот так в лонг и все. И я решил коварно наказать манипулятора. Буду держать эфириум до диапазона 7, там 10 тысяч биток. Ну, скину, наверное, по 150 лонг. В принципе, вот так вот. Solana 180, XRP 313, BNB 797. Ну, что сказать, рынок, в принципе, остудили, коррекция у нас произошла, одно только не радует Aptos. Ну, просто, вот Aptos, ну, это, ну, что вот это такое, ну, что они вот рисуют, ну, это просто капец. Ну, дай нормально иксы, манипулятор. Вот смотрите на этот график Aptos. Мы сейчас не удерживаем здесь вот. Мы уже пришли, вот смотрите, в зону, где мы должны показать уже молниеносный рост. А его здесь нету. Медленное идет сползание и распределение. Медленное сползание и распределение. Вот у нас, короче, ключевой момент 2,9 доллара. Если мы его пробиваем, все, Aptos можно хоронить как мертвый инструмент. В дальнейшем они просто-напросто раздали 3 вершины. И все. Aptos я скинул, я писал неоднократно, что я скинул, я посмотрел на график, мне он вообще не нравится. Я скинул, все перевел в эфириум и goodbye my baby. Оставил небольшую часть позиции. Будет рост, да, нет, все. В принципе, ну, слабость, показывает слабость. Итак, что у нас по поводу Aptos относительно битка? А слабость у нас потому, как у нас относительно битка он вообще показывает слабость. Смотрите, BTC. И смотрим Aptos относительно битка. Ну, смотрите, ну, какой здесь рост? Здесь просто идет укатка. Укатка. Все. Мы падаем. Мы просто падаем. Похожий график на ICP, похожий график на Chiu. На большинство проектов похоже. Похожий график на DOT. Вот мне похоже вот это вот все дело на DOT, на Polkadot. Просто падаем. Если мы сейчас здесь не развернемся, то, ну, Aptos будет просто падение. Ну, вот это вот мне не нравится. Aptos вообще очень слабо выглядит. Очень слабо. Да все альткоины слабо выглядят. Золото у нас. Золото стоит неплохо. Я думаю, что может еще такое быть, что если даже будут понижать ставку, то золото будет дальше расти потихоньку. Но если даже и будет рост, то ну, где-то там 3700, может на 3800 они затянут золото. А так, то неплохо выглядит. Правда, уже здесь выглядит оно по медвежьи. Хочется просто как-то скорректироваться вниз на 3, на 2900. Вот золото у нас, ну, выглядит с учетом коррекции вот так вот сюда вот. Вот мы, в принципе, пришли, цели достигли. И хочется вот сюда вот скорректироваться. Потом еще показать волну роста на 3800. Может быть такое. Ну, 4200, я думаю, что будет недосягаемая зона. Монетка ОМ 25 центов. Бера 2 доллара. Ну, все, что не рекомендуется для Сатоши, все у нас падает. Орди 9 долларов. Ну, это просто трэш. Я помню видео Ридвана. Чья 9.48. Ну, это просто трэш. USTC неплохо держится. Может, там будет у нас манипуляция, выстрел какой-то по USTC. Есть у меня позиция, держу ее. Ну, в принципе, что? Мелкокапы, ну так, не очень. Луна Классик что-то у нас не очень таки выглядит, конечно же, Луна Классик. Что-то по ней давно не было никаких манипуляций. Пепе у нас держится. Whitebit не очень радует, 43 доллара, было 55.
Нужно было, вчера Дофи был стрим, нужно было в него сказать, чтобы он посмотрел WhiteBit. Что там по WhiteBit. Эфириум. Эфириум вообще шикарно выглядит. Доминация эфириума растет. Эфириум набирает обороты. Потихоньку он набирает обороты все-таки. И здесь у нас видно то, что формирует бычью структуру по эфириуму. Да, могут они, конечно же, еще свозить. Но здесь вот так вот все выглядит. Такой вот типа треугольник, да. Это все у нас здесь выглядит просто по бычьи. Считаю, что на данный момент, если у тебя нет биткоина, если у тебя сильнейшая фома, то, что у тебя нету биткоина, дружище, не расстраивайся. Купи эфир. Вот возьми, купи хотя бы один эфириум. Возьми хотя бы один эфириум, накопи, даже с текущих. Ну вот, если у тебя получается, возьми, накопи эфириум хотя бы один. Если у тебя не получается накопить один эфир, хотя бы возьми 0,1 эфир, блядь, 0,2 эфира, 0,3, 0,5 эфира возьми. Хотя бы возьми 0,5 эфира. И сиди в эфириуме. Как только мы вырастим, эфир относительно биткоина, например, вырастет, да. Сейчас загрузится график. Вот как только эфириум вырастет, ты его обменяй просто-напросто на биток. Я понимаю, что у тебя не удалось купить биток в диапазоне 15к. Меня, в принципе, тоже не удалось. Не, ну я покупал, но, в принципе, я был со временем потерял биток. Я потратил биток, блин, на спасение копитрейдинга. Залез на этот гребаный копитрейдинг. Никому не рекомендую эту шнягу подключать к своему аккаунту. Ни в коем случае этого не делайте. Никаких фичей, никаких там копитрейдингов, если вы не шарите в этой теме. Как в том меме. Ты говорил, что ты шаришь в этой теме. Ты просто-напросто потеряешь средства. Если ты шаришь, да, занимайся. Но никакие копитрейдинги. Уж если ты хочешь на фичах полудоманить, сам лучше лудомань. Заведи 100-200 долларов и лудомань. Никаких копитрейдингов. И в принципе, если у тебя не удалось прикупить битка, купи эфир и сиди в эфире. Как только эфириум дойдет до наших целей, вот хотя бы до вот этого вот блока сиреневого, обменяй эфириум на биток. Здесь у тебя, допустим, цена эфириума 3800. Тут у тебя 100% это будет цена эфириума 6000 долларов, а может быть такое, что и 9000 долларов. И ты сможешь в 2 раза больше купить битка. Уже считай, ты будешь покупать биток не по 120 тысяч долларов, а по 50 тысяч долларов. Потому как здесь цена вырастет эфира относительно битка на 100%. И биток относительно эфириума будет на 50% дешевле. А может быть даже еще дешевле. Вот. А может быть такое, что эфир относительно биткоина вырастет даже вот сюда вот на 150%. Мы сюда вот приблизимся. Но этот блок, я думаю, что будет менее досягаем. Вот этот вот менее будет досягаем. И ты таким макаром купишь себе часть битка. Потому как на этом рынке биток всему голова. И мы уже видим это в этом цикле. В следующем цикле, если биток будет очень дорогой, в диапазоне столько, ты его никогда в жизни не накопишь. Вот купи эфир сейчас, сиди в эфире, не покупай никакие монеты. Если у тебя есть эфир, какая-то часть, сиди в альткоинах, еще у тебя есть само собой альткоины. И если альткоины какие-то относительно эфириума отстреливают, ты сразу продавай же альткоин, допустим, DOT относительно эфириума, продаешь. Держишь эфир, ни в коем случае его не продаешь. Ни в коем случае его не продаешь. И потом, как только эфириум достигает вот этих вот наших заветных целей, меняешь эфир на биток. Все. На этом рынке 3 актива. Это биткоин, эфириум и Solana ETF. Это 3 признанных актива, на которых есть ETF. Они признаны государством. Если у тебя есть Solana, держи тоже ее очень крепко. В дальнейшем она будет стоить 1000 долларов. 1000 долларов будет стоить Solana. Сейчас на данный момент Solana стоит 180 долларов. Да, конечно же, если с текущих покупать, там ждать, держать ее на 1000 долларов, то в принципе иксы ты можешь получить небольшие. Но не нужно забывать о том, что на Solana есть ETF. Уже есть ETF.
ее нужно удерживать. В принципе, есть вот такой вот график, он у меня был очень давно, еще буквально осенью 2021 года он был, когда Solana стоила у нас в диапазоне $200. И зная за этот график, и зная то, что Solana будет в диапазоне 12 баксов, мне удалось накопить некое количество Solana в диапазоне $12. Сейчас мы видим, что Solana выросла в диапазон $200. И мы, в принципе, находимся на вот этой вот вершине. У нас еще есть вероятность движения Solana в диапазон $1000, даже вплоть до $1500. Посмотрим, понаблюдаем, время покажет. Когда Solana стоила в диапазоне 200 баксов, никто не верил в $12. Но потом, когда Solana стоила в диапазоне $12, никто не верил в $200. А теперь, наверное, никто не верит, что она будет $1000. Посмотрим, время, конечно же, покажет. Я думаю, что такие инструменты, как биткоин, эфириум и Solana, нужно держать у себя в портфеле. Все может быть, и Solana даже может уйти в диапазон $1000. Вот мы, в принципе, отрисовали одну вершину, вторую вершину, и вот может быть третья вершина в диапазоне где-то $1000. У меня остались бесплатные Solana, я их застейкал и буду держать до опупения. Посмотрим, что получится с данными соланками. Итак, в принципе, ну что, рынок у нас неплохо, конечно же, отреагировал на это все дело. Быстренько скинули краткосрочных маржинальщиков на биткоине, на эфириуме. Ну и, конечно же, все назад цены вернули. Правда, у нас, конечно же, сыграли это все дело с доминацией биткоина. Доминация биткоина у нас в этот момент выросла. Ну и, конечно же, как всегда, пострадали альткоины. Мы видим здесь небольшой импульс доминации битка. Многие вчера говорили о том, что доминация биткоина будет расти куда-то выше, идти на перехай. Но чтобы мы ушли где-то куда-то на перехай, нам нужно пробить блок 65-64%. Сейчас на данный момент мы можем с вами увидеть только отскок дохлой кошки. Ну вот подход к этому блоку. Но для того, чтобы мы сюда пришли, к красному блоку, нам нужно еще пробить зеленый блок. Вот. Здесь есть уже сформировалось сопротивление. Я думаю, что все-таки у нас цикл повторится, и доминация биткоина начнет сыпаться вниз. Мы на данный момент находимся в нижней части канала. Данный канал у нас сформирован уже очень длительный период времени. Смотрите, мы находимся в нижней части канала. Канал наш берет еще с сентября 2022 года. И мы сюда подошли. Один раз мы подходили, это был декабрь 2024 года, вот мы подошли второй раз. Я думаю, что здесь у нас уже будет пробитие данного канала, и мы начнем потихоньку двигаться вниз. Также, по поводу изменений, есть еще некоторые изменения. Давайте-ка посмотрим мои наблюдения, посмотрим, я с вами ними поделюсь. И у нас здесь были наборы небольшие лонгов по эфириуму. Вчера я смотрел график. На часе видно то, что потихоньку они что-то здесь начинают потихоньку набирать. Потихоньку они здесь качают все это дело. Что мы здесь видим? Буквально вчера ночью 16:00 и вот 21:00, 23:00 мы видим то, что здесь есть какие-то качели. Что-то здесь они затевают. Может быть такое, что в дальнейшем мы здесь увидим с вами набор лонгов. Но видим, что вчера была попытка набора лонга по эфириуму относительно битка. И сейчас они потихоньку это все дело прикрыли. Длительный период времени у нас здесь нету никаких наборов лонгов. И это не особо радует. Глобально выглядит график вот так вот. Глобально выглядит вот так вот. Я вот только не знаю, почему реагирует индикатор P-Cycle Top на график лонгов. Здесь показывает вершину. Здесь, в принципе, тоже была вершина. Но это все шум, конечно же. Это все шум по поводу данного индикатора и данного графика. Но лонги может быть такое, что здесь начнут потихоньку набирать. Посмотрим, понаблюдаем. Мы уже длительный период времени, буквально с начала июня, стоим здесь в боковике. Лонги никакие не набираются. В принципе, вот так вот. Кто знает, как работает данный график, пишите в комментариях под видео. Ну что, рынок у нас довольно-таки неплохо выглядит.
Быстренько всех сбрили, быстренько откупили, вернули все назад. Доминация биткоина у нас стоит, все у нас стоит. P-Cycle Top дал хороший сигнал. Сегодня у нас заканчивается июль месяц. Как ни крути, 2 месяца лета просто пролетело, как 2 пальца об асфальт. Не теряйте момент, едьте отдыхать, закиньте эту крипту, едьте на море, на речку, на озеро. Отдыхайте, криптоэнтузиасты. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.